Всем привет, люблю балет! С вами Мурик, артист, и я 5 лет проработал артистом балета в Мариинском театре. И сегодня я вам расскажу о плюсах и минусах быть артистом балета. И мы посмотрим, чего же все-таки больше, плюсов или минусов. Будут очень неожиданные и интересные факты, поэтому ставим лайк и поехали! Конечно же, самый огромный минус – это один выходной в неделю, и он, в понедельник. Один выходной в неделю сделан для того, чтобы артисты не выходили из балетной формы, так как им важны каждодневные тренировки. Но бывает так, что его просто отменяют и ставят какой-нибудь прогон. И либо выходной переносят на другой день, либо вообще его не переносят никуда, он просто исчезает. Я помню, у меня не было выходного, просто вдумайтесь. 3 недели подряд. Это было просто жесть, и от этого вытекает следующая проблема. Это, конечно, невозможность запланировать что-либо, так как расписание приходит за 2 дня. А после ковида оно приходило вообще за 1 ночь. Артисты по этому поводу очень негодовали. И ты вообще не знаешь, будет ли выходной на этой неделе. Ты не можешь сходить на концерт любимой группы, какие-нибудь вечеринки, не встретиться с небалетными друзьями в их выходные. Когда нам рассказывают о 2 стабильных выходных в неделю, мы обычно шутим: ну да, точно, ты же нормальный человек. И ты просто подвязан к одному выходному, который будет непонятно когда. И в этот выходной ты максимально стараешься отлежаться, чтобы подготовиться к следующей убийственной неделе. Третий минус – это, конечно же, спектакли заканчиваются к 12 ночи. Люди, у которых семьи, из-за этого не так часто находятся с близкими и детьми. Причем с 11 до 12 у тебя классика, потом с 12 до 3 у тебя репетиции, возможно, у тебя еще какие-нибудь сольные добавочные репетиции в 16:00. И максимум, что ты успеваешь, это сходить в столовую и отлежаться часик в театре, потому что явка на спектакль уже в 6 часов, за час до спектакля. Четвертый минус – это питание. Артист, как никто другой, должен держать себя в форме и следить за диетой. Конечно, у нас бывают люди, которые едят за целую роту и ни капли не поправляются. Например, в одном из своих влогов я снял, как обедает Миша Баркиджиджи. Вот, посмотрите. 2 компота, пожалуйста. Корзиночку. Салат со шлепой. Миш, ты последний раз в жизни кушаешь? Постя. Так каждый день питаешься? Каждый день. Подожди, 12 дня, только прошла классика. Ты себя нормально чувствуешь? Растущий организм требует много пищи. И ничего, он в идеальной форме. И таких людей куча. Подробнее о стереотипах в балете я расскажу в следующем видео, а вот тут будет ссылочка на влог с Мишей. Пятый минус – это травмы. От твоего физического здоровья зависит вся твоя жизнь, ведь ноги – это наш хлеб. Пожалуй, в театре нет ни одного здорового артиста, у которого еще не было серьезных травм. Самое грустное в этой ситуации, что театр – это просто конвейер. Ты сломался – поставят кого-то другого. И театр ничего не потеряет от этого. А насчет травм я сниму отдельный выпуск, он требует отдельного рассмотрения. А пока мы идем дальше. Шестой минус. Каждый день это борьба с самим собой. Каждый божий день ты должен заставлять свое тело двигаться, делать одно и то же в течение многих лет. И это не просто какая-то рутинная работа, ты должен каждый день превосходить себя вчерашнего, иначе не будет результата. И тебе приходится всегда сохранять мотивацию, потому что это сложно делать, когда ты стоишь в кардебалете, и ты понимаешь, что 8 лет обучения пошли коту под хвост. Седьмой минус – это сплетни. Я понимаю, что они есть везде, но в театре они расходятся просто неимоверно быстрым способом. Стоит чему-то произойти, на следующий день весь театр, вплоть до руководства, знает уже обо всем. И восьмой минус – это гастроли. Это, конечно, очень классное событие, но бывают в нем и подводные камни. Например, если любимые люди и семья остались дома, а продолжительность гастролей иногда доходит до 3 месяцев, и очень сложно быть на расстоянии друг от друга, что не очень хорошо сказывается на их отношениях. Хотя, с другой стороны, наверное, некоторым полезно побыть наедине друг от друга. Девятый минус – двойники или тройники. Достаточно часто бывает 2 спектакля в день. А бывает такое везение,
когда у тебя 2 спектакля, а на следующий день еще и утром. Мы их обычно называем тройники. В принципе, нас часто посещали мысли купить матрас в раздевалку и просто ночевать там. Но, к сожалению, это запрещено. И я вам скажу так, что бывает утром генеральная репетиция, вечером спектакль и на следующий день еще двойник. Итого получается за 2 дня 4 спектакля. И пишите в комментариях, сколько двойников подряд бывает у вас. Просто у меня есть друзья, которые гастролируют в разных труппах, и у них бывает за 1 месяц 54 лебединых озера. Бедняги. Ну и 10-й минус. Это стереотипы. Существует очень много ложных стереотипов о балете, о балеринах и артистах. И они всю жизнь их преследуют, когда окружающие тебя спрашивают, ну, например, а все мужики в балете геи? А правда, что балерины в балете ничего не едят? Получается, они питаются фотосинтезом, да? Ну и так далее. Если вы хотите, чтобы я отдельным роликом разрушил все стереотипы о балете, пишите в комментариях. Пора бы уже это кому-то сделать. Ну и 11-й. Контрамарки. Все всю жизнь просят у вас достать билетик на спектакль. И если бы это было легко, я бы их раздавал направо-налево. На улице бы уходил, там всем давал, говорю, вот сходите на спектакль. Но у нас в театре было так, что только солистам дают возможность кого-то пригласить. И поэтому, когда у кардебалета спрашивают контрамарки, им приходится идти к солистам, выпрашивать у них контрамарки, у которых уже спросил весь театр. Вообще не представляю, каково быть солистом, когда ты вынужден всем отказывать, так как у тебя уже забронировали. Ну сейчас вы такие... Мурик, ты одни минусы говоришь, господи, ты ненавидишь свою профессию. Я люблю свою профессию и рассказываю вам о ней, но это же не значит, что в ней нет минусов. Сейчас мы переходим к плюсам. И первый плюс – это, конечно же, творчество. Это постоянное развитие, духовное и физическое. Приближение к искусству, когда ты своим телом даришь зрителю эмоции. Второй плюс – небанальная профессия. Все всегда удивляются, где и кем ты работаешь. Особенно, когда в Мариинском театре на тебя сразу смотрят другими глазами. Мне это не особо нравилось, потому что я люблю, когда ко мне относятся обычно, а когда начинают делать из меня какого-то супер возвышенного человека в их глазах, то разговор получается максимально неестественным. Третий – это интересная жизнь. Если ты работаешь в театре с большим репертуаром, то у тебя каждый день может быть новая роль, новый образ, новый спектакль. Ты видишь, как ты прогрессируешь на репетициях. Ну и конкуренция в балете, конечно, интересная штука. Надо будет вам о ней отдельно как-нибудь рассказать. Ну и, конечно, эмоции. Когда ты выражаешь их на сцене, транслируешь это зрителю, зрители обратно тебе эту энергетику, но это просто ни с чем не сравнимо. Четвертое. Возможность путешествовать по миру. Для многих это является одним из самых важных плюсов в нашей профессии. Выступать на сценах других стран, перед новой зарубежной публикой. При этом ты можешь просто гулять, изучать культуру разных стран и народов. За 1 год артист балета мог попасть на 4 разные поездки. Ну, до ковида, конечно. Ковид в этом плане много чего подпортил. Я помню, как-то раз у меня за одну поездку было 3 страны сразу. Швейцария, Италия, Германия. Это было просто вообще великолепно. И пятое – это образы. Возможность примерять на себя разные образы. Ты можешь быть разным человеком на сцене. Ну, и не только человеком, но и животным. Например, козой и вороном. Вот, посмотрите. Боже, как стыдно. Обязательно сделаю видео о худших партиях в театре. Это просто жиза жизненная. Шестое – это возможность дарить зрителю эмоции. Попробовать затронуть их душу. Ведь многие приходят в театр отрешиться от своей жизни, обыденности, бытовухи. А когда они приходят в театр, начинается магия. И ты просто улетучиваешься в мир прекрасного, забыв о своих проблемах. Пишите в комментариях, у кого так было. Седьмое – это развитие. Огромное поле для развития. Ты можешь попробовать себя в классическом, в характерном, в дуэтном, в современном танцах. Так сказать, испробовать все возможности своего тела. Восьмое – фитнес. Каждый день это фитнес. Твое тело всегда подвергается физическим нагрузкам. Мышцы всегда остаются в тонусе, да и фигура у тебя всегда остается хорошей. Девятое. Чувствуешь себя причастным к чему-то красивому, прекрасному и по-настоящему великому. Особенно, когда ты не участвуешь в каком-то балете и можешь посмотреть его просто из-за кулис, близко.
видя все эмоции, каждый жест. Даже когда ты стоишь в кардебалете или просто с копьем где-то сзади, ты смотришь на исполнение своих любимых артистов и просто забываешь о своих негодованиях и просто погружаешься в спектакль и наслаждаешься прекрасным исполнением. Наверное, именно это мне помогло продержаться 5 лет в кардебалете без психического расстройства. Ну и 10-е. Это, конечно же, музыка. Ты всегда работаешь под классическую музыку. Многие артисты даже не задумываются о том, что другие люди специально ходят в учреждения культуры, будь то филармонии или театры, и платят за это деньги, чтобы послушать классическую музыку. 11-й. Место работы. Каждый день ты приходишь не просто в какой-то закоулок в подворотне, а ты приходишь к историческому, красивому, масштабному зданию. Ходишь по тем же местам, где когда-то в прошлом ходили великие артисты. Это очень круто. Ребят, вот такое видео сегодня получилось. 11 плюсов, 11 минусов. Поровну. Напишите, понравился ли вам этот формат. Скоро будет много интересного контента. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Я все читаю. С вами был Мурик Артист. Всем пока!